мои, я вас всех приветствую. Сегодня посмотрим, как прошла для вас пусть будет чистка, либо некое событие, некая поездка, посещение определенных мест. Давайте я вот так уже уточню. Как это на вас повлияло? И что с вами там произошло? Началось. Во-первых, здесь вы точно куда-то ездили. От чего? Тяжесть какая-то была. Что-то тяжело давалось. Тяжело давались победы. Что тащили с собой. Здесь как будто бы вы сомневались, стоит туда ехать, либо не стоит. А что мне это принесет? А что об этом говорят другие? А вроде бы как хочется, а другие говорят, не стоит туда ехать, да? Либо вот вопросы с эгрегорами у вас остро стояли. И вы слушали мнение, нужно, не нужно. Так, а было ли вам страшно? Да нет, страшно вам не было. Здесь, скорее всего, вопросы для кого-то актуальны, посещение. Кто-то начал работу на погосте, а кто-то, возможно, посещал определенные места силы, как я уже и сказала. Еще момент, от чего вы уходили. Я бы сказала, от навязанного некоторого мнения насчет сотрудничества, да, с миром мертвых. Давайте вот так скажем. И хорошо, куда вы начали идти? В стабильность со своим родом, наладили связь с родом, с предками, начали освобождаться от кармических родовых вопросов и узлов. Освобождение пошло. И здесь, знаете, такое ощущение, что и род, ваша родовая ветка тоже начала как облагораживаться, обновляться. Здесь были влияния на шестую чакру, вам подселяли определенные мысли. Ну, давайте посмотрим, что здесь было за... Пусть эта карта тут остается. Что там было за навязывание, за подселение? Здесь как будто хотели, чтобы вы с чем-то сражались, а с чем сражались, вы и сами не понимали. Вот что здесь было делано. Знаете что? Чтобы вы не слышали глаз и зов предков вашего рода, и как будто бы сражались этому, упирались своей интуицией. То есть вам говорят, допустим, вот этот человек, либо брак, либо дружба, либо сотрудничество с ним для тебя не принесет ничего хорошего. А вы вместо того, чтобы прислушаться, неверно истолковывали определенные знаки свыше. Но здесь по справедливости именно разрушается старое, чтобы выстроилось новое ваше будущее. Да, здесь действительно вас окружали люди, которые все время вас втаскивали в треугольники, недооценивали, не воспринимали вас как личность, а обесценивали, понимаете? Вы в них вкладывались и, допустим, отдавали свое время жизни, свои эмоции, свое доверие, а они вас предавали. Если это друзья, это те, которые плели сплетни за вашей спиной. Если это партнеры, здесь предательство, бизнес, подстава на деньги, кидок и тому подобное, где вами просто пользовались. Здесь справедливость начала восстанавливаться по этой всей ситуации. И оно что недоброжелателям? Вы с кого-то маски прям начали стягивать в этот момент. Вот знаете, как прозрение, а с кем же я жила, а с кем же я дружил. А кого я вообще к себе в пространство притягиваю, в свой дом, в свой бизнес, с кем я делю там постель,
с кем я делю, допустим, проект, с кем я вообще делюсь своими начинаниями, потому что здесь есть люди, которые крали у вас это все. Вот это вот хорошо так у вас прошло. Вы как будто ключи для себя получили насчет того, в кого или в какое дело стоит вкладываться, а куда совершенно не нужно тратить ни энергию, ни время, ни усилия, потому что там люди только воруют ваши идеи, ваши формулировки, ваши фразы. Там люди, которые хотят мыслить и думать, как вы. Они хотят казаться лучше, чем вы, умнее, мудрее, чем вы, но по факту они занимаются только обдираловом. Здесь кто-то из вас снял с себя сердечные привязки, которые влияли на ваш денежный поток. Прям понимаете, здесь как будто блокировали вам возможность открыть свое дело, свое предприятие. Понимаете, трудитесь, а ничего не получается. Вот это все убралось. Здесь крадники на это стояли. Переклад алкоголизма на вас могли делать, могли вас сажать в ситуацию, это давно длилось. Это несколько лет ситуация обращалась по кольцевой. Здесь хотели, чтобы вы сидели в четверке кубков и всегда, знаете, видели мир в серых тонах, в черно-белых. Чтобы в вашей жизни не было красок. Не было счастья, радости, понимаете? В идеале, чтобы вы сбухались. Так. Нормально так вы куда-то сгоняли. Ну-ка, секунду. Вот эту карту я оставлю. Давайте посмотрим. А кто же эти крадники вам делал, либо что вам еще нужно знать? Давайте так, что вам еще нужно знать по поводу этого вашего события, действия, поступка, поездки? Вы входите в статус императрицы. Что с высшими силами? Статус императрицы, которая должна проработать затыки из прошлого. С кем, почему вы общаетесь, какие люди к вам притягиваются, какая у вас еще боль могла остаться из прошлого. Как будто люди не давали вам идти в будущее свое, понимаете, все время стопорили, оттягивали вас, вводили в заблуждение. Куда вы там хотели идти? Подселения были. Здесь на вас были подселения неупокоенных душ. Чтобы вы кого-то любили, кто-то, если это друзья неадекватные, здесь они хотели, чтобы у них получалось подсаживать определенные мысли в вашу голову, чтобы вы были контролируемы. А ну кто это делал вам? Тот, кто под масками, значит, я типа такой хороший, замечательный, а на самом деле человек носил маски, притворялся не тем, кем он есть. Для вас создавалась определенная картинка того, как к вам относятся, а что там за вашей спиной делалось. Клевета, поклеп, дурные мысли в вашу сторону, соперничество некое. Воздействие на нижние чакры, здесь и измены могут проходить, здесь и привороты, и подключки, чтобы ваш ресурс качать, если это вы подругу смотрите, по подруге. Здесь именно такие, знаете, действия в вашу сторону. Якобы я сексуальнее, я мудрее, меня больше хотят мужчины, чем тебя. Я больше стабильна, я больше знаю, но это все иллюзии, человек там
в иллюзорном мире пребывает. И все время с вами борется. Сражается все время с вами. Видимо, его отражение не нравится ему, когда он на вас смотрит. Он как будто смотрит в зеркало и видит свое отражение, его это начинает бесить. Поэтому он сражается. То есть здесь человек по факту сражается не с вами, а сам с собой. Видимо, вы олицетворяете то, кем он никогда не станет, либо быть не может. Да, здесь человек не умеет делать верный выбор, смотреть в правильном направлении, и плюс у этого человека пробита защита. Так, давайте смотрим теперь по императрице. Хочется мне посмотреть. Вот это все вы прорабатывать будете. Вас высшие силы к этому направляют, чтобы вы вот разобрались в ком-то. Давайте посмотрим следующий аспект. Что вам еще нужно подсобрать в себе? Вам не нужно находиться в болоте, меняйте все. Защиты у вас хорошие. Туда, куда вы ездили, защиты вам классные поставились. Вам нужно освобождаться от пятерки пентаклей. А ну что там? За счет знаний будете это делать. Здесь, девочки и мальчики, актуален следующий вопрос. Еще будет идти борьба, еще будете бороться, отстаивать свои позиции, чтобы более к вам в голову никто не смог подселить свои какие-то мысли, свои какие-то крамолы, понимаете? Здесь отстаивание границ и свобод собственного мышления. А еще вы освобождаться будете от некой тайны. Здесь жрица на вас влияет. Здесь влияние от жрицы. Женщина прикрывает себя всякими плащиками, чтобы ее не просмотрели. Скрывает свое истинное отношение от вас. О вас от вас. Поняли, да? Вы от нее защищены. А ну давайте посмотрим, что это тут за жрица. Жрица, которая хотела обвести систему вокруг пальца. Возможно, здесь подмена судьбы. То есть ваши блага себе, а свою, допустим, нищенскую долю, свои проработки, свои болезни на вас. Здесь женщина такая, типа, я император, у меня есть ключи от всех благ. Но на самом деле женщина пребывает в состоянии жертвы. Она себя как будто на алтарь положила. А на алтарь чего? На алтарь любви. Я все ради любимого сына, я все ради любимой дочери, я все ради семьи, ради любимого мужа. А еще она обращалась к какому-то практику, магу, чтобы научиться вызывать определенные создания на кладбище по вашу душу. Были кладбищенские работы. Из-за ее магии люди могли попадать в... Скажите мне, я вам скажу сейчас. Допустим, если не в больницу, то в состоянии, когда вот так болеешь, что лежишь, там уколы нужно делать. Понимаете, это все ее влияние было в вашу сторону. Каждый раз, когда у вас такое происходило. Вот у вас защита простроилась от этой бабы.
Так, что здесь еще по борьбе? Да, работы будет много, и магической, и ментальной, и астральной. Победу вы одержите, дорогие мои. Но работать здесь еще придется над собой, над ситуацией. Вот это все анализировать, понимать, принимать. И более такую нечисть к себе не подпускать никоим образом. Так, этому уже пришло завершение. Я хочу посмотреть по поводу ваших защит. Продолжение просится. Защиты многоплановые, разноуровневые, очень забавные и интересные. Их пытаются у вас содрать или попытаются. Но получится у них это сделать только если вы поддадитесь на внушения, которые вам идут на вашу голову. Сами себя не закроете, вас никто не закроет. Даже если на некоторое время поддадитесь, то освобождение придет. Видимо, кто-то почистится. Кто-то себя обманывает по поводу того, что у него в жизни все хорошо. В чем именно ваш самообман? Смотрите, либо насчет мужика короля мечевого, либо же насчет того, что я смогу всех победить, я лучше всех. То есть тут в гордыню главное не войти. Но, все-таки здесь, девочки, для кого-то из вас будет актуально, что вы еще ошибаетесь, о ком-то думаете лучше, чем он является. Здесь мужик проигрывается. Мужик пьющий, мужик безответственный. Мужик, который к вам настроен очень негативно, который все время как петух вокруг вас пляшет и пытается доказать, что он лучше вас. Эта ситуация завершается и с этим мужиком, либо же завершится. Либо она уже завершена, но от него есть влияние, и вы будете от них чиститься. Возможно, здесь будут, знаете, проигрываться такие ситуации, когда вы жили с партнером и не предполагали, что он, допустим, на вас привороты лепил, лишь бы вы возле него сидели, его ждали, как вариант. У кого-то будет подчищаться вопрос с эгрегором. Вопросы с эгрегорами решаться будут. Если кто думает, что он под защитой ангелов, это не совсем так. Почему? Потому что здесь нужно еще и самому работать над этой ситуацией. То есть брать, ритуалить, проводить практики различного толка, брать жизнь под свой контроль. Понимаете? Начиная с того, что вы, допустим, продумаете почасово, как вы будете проводить свой день, и сделать это так, чтобы это было продуктивно. Как вариант. Так, мужик вылез. Еще теперь вот это хочу разобрать. Давайте так, мудрость знания. Мудрости знаний у вас будет предостаточно. Так, змеи в вашем окружении. Насчет змей в вашем окружении, господа товарищи, да, здесь все, что связано с магией, с тайнами. Смотрите, будьте осторожны и бдительны по поводу того, кого вы к себе в пространство подпускаете, с кем вы сотрудничаете, с кем вы заключаете договора, с кем обмениваетесь и мнением, и знаниями, кому предоставляете услуги, кого берете на консультацию, если кто практик смотрит. Почему? Потому что вы выделяетесь из массы. И вот среди этих масс в любом случае найдется, знаете, как гниль определенная. Ну, тут еще, знаете, может, когда можете и вы ошибиться, а когда действительно что-то
что-то в человеке будет гадкое. Смотрите, ребята, здесь реально фортуна и шестерка пентаклей. Смотрите, с кем сотрудничаете. Это актуально для девочек и для мальчиков, которые работают с большим потоком людей. Будьте внимательны к тому, вот, с кем вы сотрудничаете, дружите, общаетесь. Но здесь связано с публичностью у вас. Так, что по поводу вашего рода? Все стабильно, идете за своими надеждами. Надежды у вас пытается еще кто-то своровать, украсть. Учтите это, не делитесь своими планами. Что там за... Защиты пытаются стянуть, либо попытаются, смотрите сами. Здесь будет у вас сотрудничество с черным магом-практиком. Очень резко, но это будет вашим уроком, скорее всего, да. Вы будете учиться управлять и магией, и своими знаниями, умениями. Здесь человек именно тяжелый такой, он будет вас учить. Вы растете, давайте я вам так скажу, пойдете в рост, но через определенное сражение. Что вы через это получите благодаря этому? Да вы наполнитесь, кто-то из вас выйдет замуж, кто-то станет мамой, кто-то просто поднимет свои вибрации, и вы победите этого практика, допустим, да, этого человека. Здесь мужик проигрывается, чернокнижник, черный такой. Вы его знания получите. Да, здесь полная победа, победа у вас будет. Причем, как я уже сказала, полная победа. Что из этого произрастет? Опять собираем. Мешают энергии. Вы знаете, вы могли двигаться как-то на ощупь, в той же магии, в каких-то, да, своих учениях, в новом проекте. Может, вы там просто статус работника повышали. Вот здесь вам кто-то путал пути, дороги, как не давали, и вы пытались и так, и сяк избежать этого. Выйти из этого положения. Вот это будет завершаться. Да, вы как узнаете, откуда и какие влияния на вас шли. Здесь вопросы, опять же таки, сотрудничество с людьми, с абсолютно всеми категориями людей, вас окружающими. Вы когда дистанцируетесь от многих людей, войдете в аскезу, здесь для многих это будет актуально, для вас как начнутся, знаете, такие флешбеки, инсайты, кто и как на самом деле к вам относился, и кто вам вредил по жизни, кто не давал осуществиться вашим планам. И здесь вы наконец-то научитесь не казаться удобным, Васе, Пате, Пете, Кате, станете удобной для себя. Вы как будто вот скажете: все, мне надоело быть кем-то для кого-то, я хочу быть самой собой. Вы в общении с людьми, хорошие мои, как будто начнете разбираться вот в том, кто есть кто. Кто к вам идет с мечом, а кто с букетом цветочков. Поняли? Да, здесь будут разноплановые работы с разными энергиями, с разными людьми. Давайте вот это вот я уберу. Новые планы у вас как будто бы
Знаете, вот вы учились одному, учились второму, пятому, десятому, и вам это скоро пригодится. То есть что-то разрушится, с кем-то договора, отношения разрушатся, от каких-то планов вы откажетесь. Понимаете, вы здесь полностью перекроите направление своей судьбы полностью. Не нужно сидеть там, где вот в зоне комфорта, короче говоря. Если что-то развалилось, отношения, дружба, работа не та, уходите, не пытайтесь вот, среди этих развалин выстроить что-то уютное и комфортное для себя. Все, это развалины. Вы будете защищены. Протекция от определенных сил у вас будет. Вот так вот хочу я завершить этот расклад на сегодня. Вы перестанете скрываться, перестанете прятать себя, свое естество, свои умения, свои знания, свое творчество. Начнете побеждать определенные свои страхи, обстоятельства, события. И уйдете в то, что будете ярко сиять. Как вариант, сейчас просто уточню насчет Солнца. Стоит ли подсказку вам? Будут пытаться у вас ваше забрать. Будьте к этому готовы. Но я думаю, что к тому моменту, когда вот все это произойдет, вы уже будете подготовлены. Да, вы от этого освобождаться будете. Девочки, здесь я уточняла насчет эгоизма, то есть Солнце, оно же может быть и в минуса у нас, да? Нет, здесь никаких минусов нет, никакого эгоизма с вашей стороны. Здесь реально магические работы Кубкового Короля на вас, вы от них освобождаетесь, либо это влияние эгрегора христианского, даже церковного, я бы сказала. Здесь почему-то именно церковное, там уже у каждого своя церковь, как говорится. Здесь вы будете работать, освобождать себя, прорабатывать. Здесь вот эти две карты, вот эти, они прям замечательные. Прям освобождение по всем фронтам. Так что вот так вот, если кто загадал для себя, возможно, а вот что мне принесет работа на погосте, да, допустим, вы смотрите данный расклад, то вот вам ответ. Особенно для тех, кто еще сомневается по этому поводу, стоит, не стоит. Ну, на сегодня я с вами прощаюсь. Всем осознанным, добра этого мира. Пока-пока, ребят.